как я и говорил, я буду потихонечку объяснять нюансы. Значит, вот у нас резервуар R5 снятый. Значит, сейчас я покажу его разборку. Колечка нет. Сейчас я покажу его разборку. Ну, начнем с передней пробки. То есть у нас есть крышка манометра. Мы ее просто откручиваем. Кладем в сторону. Вот здесь у нас подпружиненный шарик. Его надо не потерять, поэтому снимаем вот таким образом. Пальцами охватываем его и ловим шарик. Вот у меня шарик выпал, вот он. И вот здесь пружинка, вот она. Пружинка. Колечко ставим в сторону, шарик, пружинку. Смотрите, мы можем стравить воздух вот этим гужоном. Это будет стравливаться воздух до редуктора. А можем стравить и вот этим гужоном. Это будет стравливаться воздух за редуктором. То есть нам это нужно, чтобы мы гарантированно могли опустошить резервуар. Вот я его сейчас с двух сторон стравливаю, чтобы быстрее пошло. И смотрим, что у нас по давлению. Вот идет падение давления. Он считает, что это выстрел идет. Долгий, продолжительный выстрел. Вон какой расход. После этого обязательно статистику на 0 надо сбросить. Зафиксировал просадку. 8 бар. Закручиваем гужон. Смотрим, что у нас тут по давлению. Меньше 5 бар должен показать. Меньше 5 бар. То есть мы воздух стравили. Закручиваем гужон, чтобы его не забыть закрутить потом. Откручиваем пробку. Давление немножко осталось, чувствую по резьбе. Ничего страшного. Руками удержу. Качок как-никак. И просто откручиваем. Вот у нас, видите, выкрутился редуктор. Он там внутри. Его надо сейчас вот так подкрутить и вытащить. Есть. И теперь переднюю пробку откручиваем. В передней пробке у нас заправочный клапан, вот его видно внутри, надеюсь, видно. Уплотнительное кольцо, манометр, ну то есть стандартная передняя пробка. Мы сделали внутри клапан для того, чтобы повысить объем. Значит, задняя пробка, ну вот редуктор у нас уже откручен, вот он такой вид имеет, стандартный редуктор, стаканчик клапана. Вот он. И сам клапан. Вот видите, у нас 3-миллиметровый шток. И вот там в глубине седло клапана. И перепуск овальный, для того, чтобы увеличить площадь. Не знаю, насколько видно. Ну вот задняя пробка. Сборка в обратной последовательности. Ставим клапан на место. Ставим пружину клапана, закручиваем стаканчик, закручиваем редуктор и вкручиваем. Обратите внимание на резервуар. Задняя пробка должна быть там, где
отверстие для сброса воздуха в атмосферу. Ну или если вы посмотрите внутрь, проточка внутри резервуара более длинная. Потому что в передней пробке она более короткая. Ну, камера не показывает, увидите. Ну, соответственно, просто заводим через резьбу, аккуратно резинки проходят. И закручиваем. Все, передняя пробка. Есть. Теперь вот у нас гужон, по которому вот здесь у нас выточка в колечке. Вот она. Не знаю, насколько ее видно. В общем, вот такая выточка в колечке. Она должна идти к этому гужону. Соответственно, пружина с шариком на противоположной стороне. То есть вот здесь ставим пружинку. Ставим шарик. И просто заводим колечко. Пальчиком поддавливаем. Проверяем. Все. И закручиваем крышку. Еще раз проверяем. Как вы видите, все очень просто, доступно, логично и красиво. Спасибо. Все, гаси.